Внутриканальные наушники с анатомической формой корпуса и съемным проводом. Изготовлены они из прочного и практичного материала, имеют отличное звучание, богатую комплектацию, которая приятно удивляет, современный минималистичный дизайн, комфортная посадка, неплохая физическая шумоизоляция, также в комплекте идет приятный внешний и приятный тактильно кейс для хранения и вполне себе бюджетная цена в сравнении с Symphonia Dragon D3+, обзор на который, кстати, был уже на моем канале. Провода интересны, сейчас все расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, выгружаю минимум 7 обзоров в неделю, каждый день есть что посмотреть. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов в описании. Розыгрыши проходят 30 числа каждого месяца на стриме, а теперь приступаем к интересному. Проводным наушникам TIN Hi-Fi T5. Полетели. Распаковка. Коробка изготовлена из плотного картона, но, к сожалению, пришла она не в самом потребном виде. Но в этом нет вины самого производителя. Почта России, спасибо. Оформление упаковки минималистичная, но при этом ее дизайн не выглядит самым простым из-за текстурного рисунка по всей поверхности коробки. Несмотря на то, что коробка пришла в таком виде, я не столь сильно расстроился, так как внутри ожидала достаточно богатая комплектация, и состоит она, разумеется, из наушников, плетеного провода, сменных защитных сеточек выхода звуковода, одной пары пенных амбушюр отличного качества, пинцета из пластика, как раз для смены защитных сеточек на звуководе. Также еще в комплекте имеется два вида по 3 пары силиконовых амбушюр, кейс для хранения, из которого доносится не самый приятный запах, щеточка для очистки насадок, гарантийный талон и приветственный вкладыш с наличием русского языка, что мелочно приятно. Внутри все красиво и аккуратно уложено. Чехол-кейс белого цвета изготовлен из материала, похожего на искусственную кожу. Пахнет, конечно, от него не восхитительно, но швы все ровные. Крышка удерживается на хорошем магните. Внутри обшивка выполнена из белой ткани, что доставляет определенные положительные эмоции, конечно, при распаковке, но является самой непрактичной частью из всех составляющих элементов. Места в боксе для хранения более чем достаточно, и хватит его не только на наушники и их провода, а как минимум для всех комплектующих амбушюр и щеточки. Летим дальше. В продаже имеется единственный вариант дизайна и цвета, который вы видите на экране. Форма наушников анатомическая, корпус выполнен из авиационного алюминия, тактильно достаточно приятного, при этом он не маркий, но зимой, как вы понимаете, достаточно холодный. Коннектор двухпиновый на 0,75 мм. Утоплен в корпус, соединение качественное, простое и хорошее. Подсоединение провода не доставляет неудобств и отсоединяется все без особого труда. Можно сказать, что это один из любимых видов коннекторов. На корпусе также имеются компенсационные отверстия, что хорошо, иначе прощай звук. Название компании-производителя и маркировка Left и Right, как на самих наушниках, так и на проводе около контактов. Также места соединений на проводе отличаются по цветам. Правый отмечен красным, чтобы наверняка не перепутать. Размеры наушников по самым объемным частям составляют 23 на 23 на 18 мм. Вес одного наушника вместе с амбушюрой составляет 8,2 грамма. Вес двух наушников вместе с проводом равен 33 грамма. Не так и много для аудиофильских затычек, кстати. Сборка качественная, корпус прочный и практичный. В ухе сидят достаточно комфортно, но из ушей выпирают более чем прилично, хотя уши от самих габаритов лишь незначительно устают. Опять же, при длительной носке. В целом, приятно ходить в них и удобно. При занятии спортом из моих ушей лично не выпадают. Звуковод в данном случае небольших размеров, 4 мм в длину, 5,7 мм в диаметре вместе с выступом для фиксации амбушюр. А в самой тонкой части звуковода размер диаметра составляет 5 мм. Каждый наушник оснащен одним углеродным динамическим драйвером док на 10 мм и алмазной диафрагмой. Проще говоря, драйвера здесь не гибридные, а один. И производитель акцентирует внимание на том, что установлены именно алмазные диафрагмы, так как это оказывает влияние на тепловыделение звуковой катушки. По характеристикам: сопротивление 48 Ом, частотный диапазон стандартный от 10 Гц до 20 кГц. Чувствительность составляет 103 дБ. Далее, четырехжильный съемный провод на 2,8 мм в диаметре, разумеется, без кислородной меди и покрыт кевларом 200D. Прямо циферки завораживают, правда? Длина его равна 1,2 метра, плетение кабеля средней жесткости. Провод весит без наушников 16,7 грамма. К счастью, он не запоминает форму и не затвердевает при использовании на улице в зимние актуальные морозы. Хотя, опять же, кому-то нравится, когда провода запоминают форму, и снова провод всегда можно поменять. Кабель не должен быть склонен к запутыванию, но на самом деле проблемы с распутыванием никуда не делись. Хотя не все так мрачно, как раньше, или как с дешевыми кабелями. Во время использования я не столкнулся с шумом кабеля. Штекер прямой металлический, достаточно массивный. Разветвитель по дизайну такой же, как и штекер, но при этом на нем есть логотип компании-производителя. Кабель в местах соединения Г-образный, и эти заушины сделаны из силиконового материала, и, к счастью, хоть они и эластичные, свою форму не теряют. Летим дальше. Звучание данных наушников я описываю в паре
с плеером Link M8, обзор на который вы, конечно же, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Долго его тестировал и фактически все тестирую с ним. Итак, сцена широкая, объемная, звучание не до конца сбалансированное, но светлое. Скажем так, если вы возьмете эквалайзер в руки, то все у вас получится. Главное, амбушюры подобрать. Высокие частоты детализированные, на них есть заметное акцентирование, что странно для затычек. Средние частоты, как и нижние, на своих местах. Бас цельный, но его мало, и это не зависит от уровня громкости, хотя среднего баса более чем достаточно. Такой вот странный перепад. Поэтому любителям кальянного рэпа и попсовой музыки придется либо настраивать сторонними эквалайзерами, либо смириться, что эти наушники уже оказались в ваших руках. А вообще вам не обязательно покупать такие дорогие уши, вам можно за $20 что-то купить и долго и упорно радоваться. Но с классической музыкой данная модель и с роком справляется просто отлично. Инструменты отыгрывают прекрасно, в целом звучание приятное, целостное и без неприятного окраса. АЧХ вы видите сейчас на экране, но как вы прекрасно знаете, АЧХ это АЧХ, звучание это звучание. К сожалению, это очень разные вещи, очень часто. Минусы: конструкция штекеров прямая, крупные габариты и холодные в зимнее время материалы. Сколько они стоят, можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Цена плавает, плюс плавают промокоды. Допустим, купоны на Алишке раздаются последние 2 недели вообще люто. Ты заходишь, тебе дают купон 1400 рублей от 6. Ты заходишь, тебе дают купон 900 рублей от 6000. И так вот весь месяц. Я не знаю, что с ними там происходит. Плюс еще промокодов море постоянно вываливают. Так что смотрим телеграм-канал, следим за тем, что вам нужно. Возможно, что-то попадется. Допустим, за последнюю неделю появилось очень большое количество игровых ноутбуков, которые не было весь ноябрь. Притом по, разумеется, просто шикарным ценам. От наших же производителей. Напоминаю, что всякие сетилинки и подобные продают на Алишке также свои девайсы со своей же гарантией, со своей же доставкой, просто цена ниже. Потому что вы можете промики использовать. Но это уже лайфхаки для тех, кто реально хочет сэкономить прилично на крупной покупке. Резюмирую, подкупает в этих наушниках достаточно богатая комплектация, отличные материалы и качественная сборка. А также, разумеется, все сопровождается детальным звучанием. Конечно, подойдут эти наушники не каждому, и дело тут не только в принятии звучания, а в габаритах самих наушников. Подписываемся с колоколом, ставим лайк за труды, пишем, на что еще сделать обзоры. Пришел мне Samsung M32 для обзора, опять же, купил я его на Тмоле. Также у меня есть еще одна новиночка от Samsung, и, скорее всего, я сегодня куплю Samsung 20 FE за 30 900 рублей на Тмоле, потому что, ну, реально выгодно. За 25 как-нибудь на Авито допродам. Заодно вам расскажу. Motorola, еще раз повторяю, скупил все для обзоров. И глобалочки от Xiaomi мне тоже идут. Какие, я думаю, вы и так догадаетесь. Спасибо за просмотр. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.